Всем привет, с вами как всегда 7up Football, и начнем мы наш пилотный выпуск с матча Уругвай-Франция, чемпионат мира. Погнали! Общий матч состоялся в Нижнем Новгороде в 5 часов в 17:00. Уругвай вышел по схеме 4-3-2-1, а Франция вышла по схеме 4-5-1. В общем, что можно сказать по поводу этого матча? В общем, короче, вместо Эдисона Кавани вышел Гомес, потому что Кавани получил травму. Но, в принципе, изменений в составе сборной Уругвая, в принципе, не было. Сборная Франции вышла основным составом своим. Вот, собственно, сейчас вы будете все это видеть, схему. То есть, вот схема сборной Уругвая, вот схема сборной Франции. В принципе, как бы, все как и всегда. В общем, инициатива была на стороне сборной Франции. Уругвай просто оборонялся, как он это умеет делать. Вот. И вообще, как бы, сборная Уругвая самая не пропускающая команда на этом чемпионате мира. Вот одна из атак сборной Франции на 30 какой-то минуте, и на Талисо Бентанкур, по-моему, да, вроде. Бентанкур. Короче, я пошел кофе сделать. Давай. Получил желтую карточку, в принципе, вполне заслуженно. Сорвал опасную атаку. И, собственно, с этого штрафного, я не помню, кто подавал, но помню, что забил Варан. В принципе, отличный гол по игре. Франция доминировала в этом матче. В принципе, по этому голу я все сказал. После гола Варана сборная Уругвая очень сильно начала прессинговать сборную Франции. И это все вылилось в сейв Льорис. Так матч и проходил. Уругвай начинал наседать на ворота Франции, а сборная Франции только контратаковала. И на 61-й минуте на одной из таких контратак Антуан Гризман просто бьет из-за штрафной площадки, и Муслера, я не знаю, что у него было с руками, просто выравнивает мяч прямо у себя из рук, и счет 2-0. В принципе, по игре Франция доминировала. В конце матча, сейчас скажу на какой, на 68-й минуте получился конфликт. Короче, кто-то из защитников Уругвая отмахнулся от игрока Франции, и, собственно, произошел конфликт, который они не могли решить, по-моему, около 4-5 минут. Вот, ну и, в принципе, такой оказался матч Уругвай-Франция. В принципе, довольно-таки интересный матч. Мы с Димой посмотрели обзор и были приятно удивлены, потому что мы оба поставили на Францию. В принципе, как бы все. Думаю, по матчу больше ничего не буду говорить. Общий счет 2-0. Как бы поздравляем сборную Франции с проходом дальше. И все. Сейчас будет говорить Дима по поводу матча Бразилия-Бельгия. Второй матч на сегодня произошел в Казань-арене. Бразильцы играли против бельгийцев. Очень хорошая игра, очень много сейвов, очень много пасов, очень много ударов. Бразильцы выступали под такой схеме 4-3-3, а бельгийцы 3-5-2. Матч был очень насыщенный на голы. Первый из них забил автогол Фернандиньо. Бельгийцы подавали с углового, и Фернандиньо зацепил свои ворота. Это произошло на 13-й минуте. Второй гол был забил 7-й номер Де Брюйне на 31-й минуте. Ну и потом первый свой гол оформили бразильцы. Это был Аугусто на 75-й минуте. У бразильцев было очень много моментов, могли очень много забивать. Один из таких моментов был, когда Бразилия могла забивать, но бельгийцев спасла штанга. Мог забивать Сильва. Также я могу сказать, что этот матч был очень насыщенный на сейвы. Куртуа очень много делал сейвов, даже, можно сказать, невозможно. Куртуа справился со своим заданием и оставил ворота почти сухими. Ну, бразильцам получилось забить всего один мяч. Что я могу еще сказать? Неймар очень много симулировал, это очень как бы нечисто по сравнению с другими, это очень грязная игра, лучше так никогда не делайте. Что могу теперь сказать статистику этого матча. Здесь вы можете наблюдать составы команд. Вот тут сборная Бразилии, как вы видите, а вот тут сборная Бельгии. Также можете наблюдать статистику матча. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Поздравляю всех команд, которые прошли в полуфинал.
Спасибо вам за ваш просмотр. Поздравляю всех с нашим пилотным видео. Всем удачи, всем пока.